Льва Николаевича Толстого. И все поймут. И все станут добрыми и умными. У меня была страшная страсть. Я любил мимоходом покушать вкусненько. Я работал 15 лет на почте. И когда носил телеграммы, так заходил в столовые, в магазины. Перекушу, а в следующую ходку снова иду в столовую. Или под забором. Колбасу кушал с хлебом. Хорошая кошечка. Ну. Вперед. Давай. Стой, за банку.
теперь прощайтесь. Прощайтесь. О, боже мой, да что же это такое? Они, подержите, она падает. Куда же ты уходишь от нас? Да что же это? Да что это? Наташа. Да что же это такое? Наташа. Да что же это такое? Куда же ты ушел? О, боже, боже, Не боже. надо лекарства, не надо. Ну все, Наташа, все. Нет, не надо. Голубчик ты наш, на кого же ты нас покинул? Кто же ты тогда нас даешь, Женя. нашел? Яшик мог бы сам сыграть, но Тебя такой будем глупости делать не оставлял. кормильцами. Что ж ты не думал о нас? Да мы же горевать будем всю жизнь теперь. Что нам без тебя делать? Боже, боже, Ты даешь. без тебя. Да что же Куда, Наталья? Подожди. так рано ушел от Женя, нас? на сторону не Да что ж мы без тебя будем делать? На кого же ты нас кинул? Подождите, подождите, куда? А? Боится ехать. Кто-то распоряжаться будет или не или нет? закапывать? Она сейчас вернется. Вы же до вечера стоять не будем? Ну это не серьезно. У нас время, мамочка. Она сейчас... Подожди. Не понял. Ну Наталья. не трогай ее. На. Ань, не трогай. Ну не надо. Наташа. Ну не трогай ты ее. Наташа. Наталья. Наташа. Наталья, прекрати. Наташа. Наталья. Идите к черту все. И вот она стала рассказывать мне о змее, о том, что у нее в желудке поселилась змея. Ну не помню, в желудке, в сердце, в душе, одним словом, в грудной клетке. И эта змея сосет из нее, высасывает соки жизни. Такая вот навязчивая идея. Это вот, ну, навязчивая идея такая.
Да, такая навязчивая идея. Не обращайте внимания, не обращайте внимания. Ну и что, змея? Э, А как вы здесь оказались? Я еду к Костоправу. Серьезно? Замечательно, так я тоже еду к нему. Да. Ну и что, змея? А как вы здесь оказались? Я еду к знахарю. Он здесь, за городом живет. Замечательно, потрясающе, я тоже к нему еду. Да, замечательно. Так вот он, этот Костоправ, и вылечил ее от этого представления, от этой мечты о змее. Так он же Костоправ, как он мог вылечить от змеи? Иди погадай, Ну, тебе скажу, милочка как тебе моя, звать, скажу, он что вообще тебе везет, человек тебе не везет, разносторонний. тебе враги Он много очень мешают. Подай одарен. 20 Он копеек, человек погадай, женщина, настроения. тебе не везет, тебе враги много мешают. Замечательно, потрясающе. Пойдемте туда, там остановка автобуса, а здесь только трамвай. Айда торщей бибахтали, канчиками мелкий Пирогу шуруйте, ягас. Айда щей, по базаре тяжасти наса мегамонго, щей, идем. Там он автобус пришел, давай бегом. Что ты там еле крутишься, несчастная твоя голова. Вагон дальше. Это конечная остановка. Что я? Да вы едете, здесь нет посадки, здесь круг. Куда ты врешь? Здесь посадка нет, она вылазит. Помогите мне. Женщина, сейчас я вам помогу подняться. Поднимайтесь, поднимайтесь, поднимайтесь. Вот. Помогите мне. Проходите, проходите. Помогите мне. Проходите. Проходите. Ты что, хочешь переспать со мной, да? Что перестать? Перестать! Скотина! Сволочь! Я же Пусти тебя меня, сейчас Саня! убью! Пусти ты меня, пусти! Пристала, Сволочь! сумасшедшая какая-то. Сволочи! Что надо? Я вас ненавижу, Зараза. скотина! Я тут стоял, Вы, привязалась. сволочи, ненавижу Что ж ты орешь? всех! Сумасшедшая. Сама сволочь. Ты ж сама к нему пристала. Да это ты, сволочь, больная, ты на голову. Господи. Да ты посмотри на себя, больная, лечись. Проститутка, посмотри на себя, скотина. Тварь. Идиот. Все настроение испортила. Вот она. Наташа, Отстань. Наташа, Отстань, не нужна ты мне. Господи. Ну что с тобой? Не нужна, понимаешь? Как это понимаешь? Что происходит? Шизофрения? Аля, что она тебе сказала? Ничего. Сказала что? знаю, А была где? Где она была? Я не знаю. Ну что вы, Наташенька? Ну
что вы здесь. Что вам надо? Они друзья, а вы? Здравствуйте. Жене плохо. Сердце. Уходите. Простите. Уходите. Вы же врач. Уходите. Вы же Убирайтесь. врач. Вон!
Спешат, спешат на работу люди. 8 часов, 2-й этаж. Утро, окно. Спешат, спешу, спешишь. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Наташа, где Николай Михайлович? Ой, боже. Наташа, У здравствуй. вас изо рта пахнет, эта прическа вам не к лицу. Возьмите-ка лучше отпуск. Я не нуждаюсь в ваших советах. Наталья Ивановна, чем я заслужил такое обращение? Почему вы позволяете себе разговаривать со мной таким тоном? Я говорю, как я чувствую. В чем моя вина? Почему вы презираете меня? Так вы подпишете или нет? Я хочу разобраться во всем этом. В чем дело? Я понимаю, вы похоронили мужа. О, только не надо об этом, не смейте об этом говорить, вы не...
Вы не стоите его мизинца. Вы ногти его не стоите. Вы старый, вы... Да, да. Почему вы решили уволиться? Это мое дело. Все пройдет, и все простится. Вы молоды. Вы живете, а его нет. И разбираться не надо. Подписывайте. Подписывайте. До свидания, Наталья Ивановна. До свидания, Наталья Ивановна. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Перышко колышется. Девушка, это же улица. Все такие Улица. нервные. Ненавижу. Ненавижу. Всех ненавижу. Ну, извините меня. Извините меня. Извините меня, если можете. Извините, если можете. Девушка, ну тебе... Девушка! Он опять здесь. Извините! Здесь. Ну, извините меня! Извините! Может, я вам помогу? Не надо трогать ее. Ну, зачем? Чем-то буду полезен. Вы несчастны? Успокойтесь. Наказание! Пустите вы меня, пустите! Не оставьте ее. Пусть она идет домой, наверное. Ну, не трогайте ее. Встань. Правильно. Поедем. Надо их Игорь учить. обещал приехать. Никакой совести. Пошел я. Говорю, да я ветеран. Они говорят, и нету труб. Ну а где я трубы возьму? Ну вот и весь ремонт. Не то. Опа! Простите. Осторожнее, девушка. Смотреть надо. Нахалка. Хамы. Нахалюга.
Девушка, вы свободны? Скотина. Пошли. Ой. Господи. Ну, встань. Встань, встань. Только после вас. Иди. Иду. Раздевайтесь.
Вот тут еще наливали подали. Осторожно, ребята, тут женщина. Малый сын, Не придавите. Ну, а я мне не придавил. не вписался. Опа, пронесло. А грузовой лифт там есть? Да есть, только или он работает, или не работает. Там такой лифтер, зануда. Ну там не лифтер, там лифтерша. Девушка, одну минуточку, подождите. У вас спина запачкалась. Разрешите, я вас вытру? Вот. Пятно посадили где-то? Сейчас, потерпите секундочку. Одну минутку, еще не все, секундочку. Не убегайте, сейчас, одну секундочку. Почистим, и все будет замечательно. Осталось маленькое пятнышко. Вот-вот, все. Немножечко, и все. И можно идти. Замечательно. Не за что. Не убегайте, сейчас, одну секундочку. Почистим, и все будет замечательно. Осталось маленькое пятнышко. Вот-вот, все. Немножечко, и все. И можно идти. Замечательно. Не за что. Здравствуйте, товарищи! Я хочу представить вам исполнительницу главной роли в фильме, который мы только что с вами посмотрели, Ольгу Сергеевну Антонову. Я прошу только, пожалуйста, рассаживайтесь, не уходите. Да, мы же договаривались, что у нас будет возможность обменяться впечатлениями, задать вопросы актрисе сейчас. Мы ведь не часто встречаемся с кино действительно серьезным. Мы имеем сегодня замечательную возможность поговорить о впечатлении. Да ты с ума сошел? А ну-ка, Снимают Алексей Герман, Сакуров, Муратова. Настоящему кино. О нем сейчас поговорить, спросить и задать какие-то вопросы. Да нет. Товарищи, пожалуйста, вы рассаживайтесь, я прошу вас. Вернитесь. Мы имеем возможность нечастую, в общем, действительно встретиться с мастером кинематографа и с человеком, который причастен к созданию... Ну, сейчас, Ольга Сергеевна, пожалуйста. Мне кажется, что все равно нам надо использовать эту возможность, товарищи, с теми, кто есть, и все-таки об этом фильме куда мы пойдем? Поговорить. И, Зачем такое кино, которое грустное? Мне и без того не важно. Я на службе устал, я развлечься хочу, музыку послушать. Как ты думаешь, Что мы отойти? успели А тут убежать? красиво Думаю, посмотреть, а тут опять ходят, Лошади. Они так ноют, скакали. Помнишь? хоронят, разговаривают про всякое. Не пойму. Леша, ты устал. Леша, как я люблю тебя. Как я люблю твой запах. Сейчас бы умереть. Леша, у тебя лицо. Ты похож на ангела. Товарищи, остановитесь, пожалуйста, ну неловко же получается. Мы имеем возможность действительно мастеру задать вопросы, которые нам... Извините, товарищ, Ольга Сергеевна, ну я прошу вас, ну неловко же. Люди ждут. Ну, вы договаривались, на деревья. Я прошу вас. Сейчас, товарищ, сейчас. Я прошу вас. Товарищи, мне кажется, что все равно, ведь сейчас Ольга Сергеевна может и вернется, мы имеем возможность все равно поговорить и не должны терять этой сейчас возможности, что ли, о картине, которую мы сейчас с вами посмотрели. Мне кажется, что серьезный кинематограф сегодня, он достоин того, чтобы мы о нем разговаривали. Взвод, встань! Выходи, строиться!
Читайте. Нет, он просто спит. Спасибо. Это надо записать, это надо записать. Он был средних лет, таким мысленно себе представлялся. Сонная, прерывистая встречных фар темнота погружала его в мягкую, баюкающую ткань размышлений о самом себе. Он любил думать о самом себе в третьем лице, слегка иронично, чуть-чуть грустно, очень мудро. Он был добрый, душа его замкнутая в скорлупу. Прожитая им жизнь была отягощена морщинами воспоминаний, старых привязанностей. Он силился быть добрым со всеми, это было невозможно. Завязывал новые узлы, не распутывая старых, поклаженно бухал,
Громоздко давила на плечи, нести ее было непосильно, бросить не хватало злости. Сентиментального хотелось, чего-нибудь сентиментального, какая-нибудь песня без слов сошла бы. Хотелось, чтобы вновь вышли в моду папиросы «Север» или длинные локоны, чтобы говорили «я люблю вас» и при этом заикались. Дуновение ветерка, дальнего смеха, гулких ночных шагов по тротуару, неясных предчувствий любви или нет, не любви. Любовь слишком определенно казалась. Витиеватость ваших замыслов, понурые взоры, многозначительность улыбок, недосказанность многословности. Вы лжете. Нет, но я не могу выразить истину словами. Она здесь, рядом, достоверно, как желток в белке. Желток в белке. Она здесь рядом, достоверно, как желток в белке. Девочки, девочки, делайте реверансы. Мальчики, наклоняйте быстрым поклоном подбородки к груди и щелкайте пятками. И улыбайтесь вежливо и нагло. Потупляйте скромные взоры, таитесь, лелейте свою грезу, грезу о джунглях, лилиях, нежных певицах, танцовщицах, восточных загадочных принцев. И разрывайте, разрывайте шуршащие шелки кончиками пальцев, едва притрагивайтесь драгивающей кожи. Вспоминайте, потом вспоминайте. Когда вас спрашивают, о чем вы думаете, отвечайте холодно. Ни о чем. Их так бросили. Да тут же люди. Ничего, ничего, это я еще видела. Вот я еще видела, они приехали. Это Люська все затеяла, садовница. Я еще лето видела, как она мушку с ним сгоняла. Я еще тогда подумала, злая гадина. Ну, я туда приехала, там домик такой. Там муж с женой работает, у них как раз обед был. Они говорят, да, была здесь собачка черненькая, бегала. Говорит, мы бросили хлеб, она говорит, понюхала. Завтра, говорит, и приезжайте, мы ее подманим и запрем. А вы, говорит, заберете. Но им же, наверное, на пол-литра надо будет дать. Видела, мне кажется. Что это она, потому что бегает там собачка. Я кричу, мушка, мушка. Она не подходит. Бедное животное. Надо было с водителем договориться, заплатить ему. А он их отвозил и мне рассказывал, что там такая ложбина, а вниз село. Потом туда их и выбросил. Там надо было походить, поискать. Ну, ходили, Ну, что же вы здесь? Надо было обуться как следует. Я же понимаю. Значит, надо договориться с шофером, дать ему 5 рублей, чтобы он постоял 2 часа и походить по окрестностям. Да, Люська, надо морду Ой, набить. девочки, я проходила и говорю, чтоб тебя на кладбище отнесли, мне твоих костей не жалко, дура. Так это она и Васька, то, что тогда с завхозом котов отстреливали. Точно, Люське надо морду бить. Подкараулить? Подкараулить. Точно. Здрасте, Ирина Павловна. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Который час? Почему-то вы опаздываете. Ирина Павловна, ну извините, но мне в метро плохо стало, но совершенно нечем дышать. Ну все переполнено, все жутко-жутко переполнено. Да, метро переполнено, дышать нечем. Может, вам присылать учеников на дом, и за это наказывать можно. Давайте поговорим с директором. Он у нас новатор, он вас так любит. Ирина Павловна, Да? вот только не нужно со мной разговаривать таким тоном. Я не ваш ученик. Впрочем, с учениками я не советовал бы вам так говорить. Не надо, не надо, не надо разговаривать таким тоном. Да, не надо, не надо. Не надо. Да я 30 лет в школе работаю, чтобы вы еще мне указывали. Вы что себе позволяете, если вы подпеваете нашим директору новатору, то вам все свой срок? Нет, Николай Алексеевич, ошибаетесь. Вы себе решили, вы подпеваете нашим директору новатору, так вам все свой срок? Нет, Николай Алексеевич, ошибаетесь. Зал в школе тоже не последний человек. Я доложу врану, чем вы здесь занимаетесь. Ирина Павловна, только не надо меня пугать. Я, представьте себе, тоже собираюсь 30 лет в школе работать. Николай Алексеевич, вернитесь! Вернитесь! Не надо здесь стоять. Не надо здесь стоять. Подними бумажку. Ирина Павловна, у вас рубашка видна. Где? Ну так и что? Ой, извините, простите.
я слышу запах крика, скошенной травы, уложенной в желтые холмы, и на каждом том холме и в окнах под плетением рам из всевозможных кружев восседают гордые коты. Ах, коты усатые и в баках, по себе объятые хвостами, трубье ушей летело вширь, соревнуясь с жучьим усием. Те коты невиданной мной масти, вы мое ясновидение. Я желал им закатиться в душу, а они мурлыкали спесиво. О, теклы валы в моем видении, в золоте река, в песках серебряных. А вот говорят, есть такое лечение. Ничего понимать не надо. Только пить травку. По телевизору сеансы проводят. Никому не нравится. Но зато вот мой прадед, он из Риги, потомственный такой рижанин, он окончил академию по садоводчеству. Были такие. Единственный сын своих родителей приезжает на юг Украины. Путешествует по панским экономиям, работает, понимаете ли, очень независимый человек. Если какой-то помещик ему что-то не так говорил, он тут же увольнялся и переходил в другое поместье. Его очень уважали. Такие отзывы я нашла в нашем домашнем архиве. Просто прелесть. Роднулечка, моя кошечка любимая, собачечка моя колесе, сахар ты мой сладкий. Ну, что бы я без тебя делала? Этот козел мне так надоел. Так он нам надоел. Так. Ну, что бы я без тебя делала? Ну, что бы я без тебя делала? А этот козел нам так надоел. Ну, как он нам надоел. Вчера пришел пьяный. Начал права качать. Наверное, шлялся где-то по бабам. А я ему морду набила. И жизнь бардак. А этот козел так нам надоел. Так он нам надоел. Сахар ты мой сладкий. Ну, что бы я без нее делала? А этот козел нам так надоел. Так надоел, так надоел. Так надоел. Далеко не забегай. Колю убили! Колю убили! Колю убили! Колю убили! Рыбы много, всем хватит! Колю убили! Дешевая рыба! Мелочка тоже! Колю убили! Не знаю, как называется. Убили, понимаешь, убили! Он Нинку провожал, и какие-то скоты пристали! Рыбы много, всем! Баба, скоты! Их вешать надо, душить! Что-то надо делать! Пошли к Мишке, он еще не знает! Колю убили! Убили, понимаешь, убили! Перестань! Он Нинку провожал, и какие-то скоты пристали! Идем! Баба, скоты! Их Ну вешать что делать теперь, Серега? Что теперь делать? Убили, Перестань, понимаешь, смешно. убили! Подожди! Колю убили, понимаешь, убили! Убили, понимаешь, убили! Извини, мы спешим! Я к тебе вечером зайду к тебе! Зайду к тебе! Видишь, кур привезли. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я открою тебе тайну Кто и там? секрет свой расскажу. Тяжело мне жить на свете и хорошего не жду. Была жизнь у нас прекрасна, когда Сталин еще жил. Он народу трудовому жизнь тяжелую облегчил. Миша дома? Миша дома, я вас спрашиваю? Миша дома? Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Миша дома! Сережа, о, что ты такой бледный? Миша дома? Миша, он ушел куда-то на именины. До свидания. До свидания. Сережа, Миша говорил, что там Колю зарезали. Как это случилось? Так он уже знает? Он мне сам рассказывал, только я ничего не поняла. Ты же знаешь, как Миша рассказывает. Так как это произошло? Так
Я не согласен с вами. До свидания. Подождите, не согласен. не Не уходите. согласен. Я хочу, чтобы вы зашли посмотрели, в каких мы живем условиях. В первую очередь, 3 человека ходим оправляться на ведро. Все кругом побито, поломано. Ни плита, ни другая, ни газовая, никакая. Воды нету, ничего нету. Потолки валятся. Что такое? Куда ни обращаемся, никому никакого дела нету. Были 9-й на очереди. Сняли, льготов нет. Мать умерла, потому что она была покойница, как говорится, ну, семья погибшего. Так теперь сняли, поставили 493-ми. Мы до этой очереди доживем, а мама умерла, 363 рубля за холодильник не уплатила, значит, он, наследник, платить надо. Где же правда, где логика? Кому обращаться? Что делать? Вы только приходите сюда и травите, вышли, зашли, записали и ушли себе дальше. А как жить? Стремление ко всеобщей любви. Это естественная потребность человека. Ну неужели вам это не Где вы понятно? взяли? Вы откуда взялись? Из исполкома или горсовета? Иди сюда! Что такое? Человек всегда мечтал, чтобы все люди были счастливы. Ну вот вы. Ты разве что? вы кому-то Где же нравитесь? правда вашей? В каком ГСЗ? Ты что? Да что такое? Я же прав. За что я воевал? Я же кровь проливал. Да что же... Да что такое? Но вы же зла никому не желаете. Вы же никому зла не Всеобщей любви желаете. никогда не было и не будет. Всегда найдется тот, кому я неприятен, и кто неприятен мне. Что дают? А если какой-то хам оскорбляет меня, почему я не имею права дать ему по голове? Это мои личные масштабы, ваши глобальные масштабы. При любом строе есть люди, которые верят для общества. Да, есть. Вот с ними нужно бороться. А общая любовь? Но бороться же не так, как вы предлагаете. Человека нужно воспитывать не страхом. Зачем отрубать руки, пороть кнутами? Опять У человека душа есть. Душа. Вот душу надо... Да, душу Иногда надо полезно руки воспитывать. отрубать. Душу воспитывать. Душу воспитывать. Иногда полезно руки отрубать. Душу, воспитывайте душу. Иногда полезно руки отрубать. Воспитывать надо. Душу. Правильно. Да. Иногда полезно руки Нельзя, отрубать. нет. Люди сошли с ума. Товарищи, не напирайте, что вы делаете? Не лезьте своими руками. Дай рыбу. Дай рыбу.
стране бесплатное, обязательное, всеобщее. Future of the roads are open for school graduates. такая, круглая. Vocational schools, technical schools, Оксан, institutes, нет шарика, universities. есть шарик. Нет шарика, Для выпускников есть шарик. школ открыты Нет шарика, все где дороги. шарик? ПТУ, техникум, институт, университет. Our school has achieved great success in its development. Да, значит, я очень люблю собачек. И вот, я узнала, что у моей приятельницы скоро-скоро собака родит щенят. И я ее заказала у нее. И вот она, конечно, с удовольствием тебе я, конечно, дам собачку. И как назло родились такие красивые, одна черненькая, ну, бесподобная. И вот я ее попросила, что вот это будет. Пожалуйста, твоя. И я уже ей там ношу, и там кое-что подкармливаю, и покупила ей сосочку, и все такое. И когда она это самое подросла, она мне заявляет, ты знаешь, мне дают за нее 30 рублей. 30 рублей. Дай 30. Я когда услышала это, мне стало настолько обидно. Я ей говорю, ну нет, спасибо, у меня 30 рублей нету. У меня 30 рублей нету, и мне твоя собачка уже не нужна. О, смотри, какую телку School нарисовали. education in our country is free, compulsory and universal. Конечно, не против, чтобы окружающие относились к нему по-братски. Он даже может быть этаким рубахой парнем, но пока это не угрожает его личному благополучию, его покою и равнодушию. Равнодушие – характернейшая черта мещанства. Мещанин равнодушен к общественным интересам, к окружающим людям. К сожалению, равнодушие проникает даже в общем-то неплохие сердца. Это даже не равнодушие, а подлая, нехорошая способность человека увильнуть в сторону. Ведь иногда, даже сочувствуя чужому горю, проходишь мимо, потому что помощь может вызвать личные неудобства. И вот...
И вот, против этой предательской способности нужно бороться последовательно и беспощадно. Человек должен согревать окружающих, как солнце. Ивников, что ты там интересного высмотрел? Может, поделишься с нами? Мещан подсчитываю. Встань, 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 встань! Вокруг тебя твои товарищи, которых ты обязан уважать. Уважение не обязанность, а чувство. Я попрошу тебя встать. А, ты уже встал. Ты почему жуешь на уроке? Почему все время жуешь на уроке? Ты почему жуешь? Почему? А почему вы не говорите мне то, что обо мне думаете? Маша, Маша. Нормально. Маша. Ничего. Я понимаю, что ваша книга интереснее, чем наша тема, но на экзамене будут спрашивать тему. Николай Алексеевич понимает, что наша книга интереснее, чем наша тема. Николай Алексеевич сожалеет, что на экзамене будут спрашивать темы. А у нее есть все темы. У меня есть все темы. If a school graduates want to get a higher Все education, равно the best route to лучше it is through лишний раз practical. Если выпускник школы легче хочет получить запоминается, то лучшая дорога к запоминается. нему. Если выпускник школы захочет получить высшее образование, You will have time то to think лучшая about the future and then if you дорога decide к to go нему to an через institute, you will already know практическую life работу. better. У вас будет время подумать о своем будущем. И если вы решите поступать в институт, то Вы будете знать жизнь гораздо лучше. лучше. Логично, но отпустить я вас не могу. Если зауч узнает, то неприятности будут и у вас, и у меня. Разрешить вам читать? Разрешить вам читать? Разрешить вам читать? Я ехала домой. Что мне делать? Ехала. Ну, мне действительно интересно знать, что вы думаете. Кто мне подскажет, что мне делать? Ну, мне действительно интересно знать, что вы думаете. А что тут думать? Так все ясно. Учение свет, курение вред, сомнение бред. Есть еще суждение? Ивников. Молодухий дернул сумочку, а убежать не смог, дыхалки не хватило. Ивников, а ты что ничего не говоришь? Ты почему ничего не записываешь? Ты что, ты хорошо знаешь английский язык? Ты почему ничего не записываешь? Ну так зачем ты тут сидишь? Где хочу, там и сижу. Выйди из класса, Ой, ты мешаешь сам заниматься. иди, мне и тут неплохо. Ой, смотрите, гладиаторы. Какой кошмар! Ой, какой ужас! Какая прелесть! ЧП. ЦТ. БГ. Д, Е, Ё, Ж, З, И, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, За, Ча, Ша, Ща, мягкий знак, твердый знак, Э, Q, Я. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. А что скажет Маша? Мы хотим диктовать. Я хочу диктовать. Она хочет Ну, диктовать. Я хочу диктуй. диктовать. Давайте я продиктую. Our school has achieved great success in its development. Наша школа School достигла education in our огромных country is great успехов в compulsory своем and развитии. in future, all the roads are Образование в open to нашей school стране graduates. Vocational свободно, schools, technical универсально schools, и institutes, обязательно. universities. In future, all the roads are Все open for дороги school открыты для graduates. наших Vocational schools, technical schools, училищ, institutes, universities. техникумы, If a school graduate wants to get a higher education, Если the best выпускник road to школы it is through захочет practical получить route. высшее You will have образование, time to think Я about надеюсь, good что road. оставшиеся And then 5 if you минут вы decide to проведете go без to воплей и road, танцев. у вас будет время подумать о своем будущем. Добрый день, уважаемые товарищи. Мы в прошлой программе показывали, так сказать, научно-популярный фильм «Загадка куриного яйца». Надо сказать, что этот фильм принес, так сказать, множество впечатлений. И зрители нам все пишут и пишут. Ко мне, пожалуйста, ко мне. Все ко мне подходят. Все подходят, никто не толкается. Все спокойно кушают, очень вкусно. Ко мне, пожалуйста, ко мне.
Очень вкусно. Ко мне, пожалуйста, ко мне. Все ко мне подходят, никто не толкается. Ко мне, пожалуйста, ко мне. Ко мне, пожалуйста, все ко мне подходят, никто не толкается. Какая нехорошая тетя! Она маленьких обижает. Отдай тетя. Ну, нехорошая. Ну, хорош. Ну, Миша. Возьми. На, возьми. Ну, ой. Возьми. Дурак вонючий. Какая тихая туфелька. Миша, у вас сзади колени грязные. Он же воняет. Вонючка. Пошли. Ты что? Пошли. Я устал. Что делаете? Злые. Крути. Не трогайте его. Ой, крути Не трогайте его, он больной. Сам ты больной. Стерва. Стерва поганая. Убью! Ах ты стерва! Уйди! Заткнитесь, козлы вонючие! Заткнитесь, девочка, курва! Заткнитесь! Пошел вон! Пошел вон! Поиграем, поиграем. Все, Миша, успокойся. Они уже ушли, все хорошо. Уже ушли. Ивников, На. ты очень... Во, ну пиши. Вот. Ты очень хороший человек. 100% посещаемость нужна. Да ты меня не так понял. Красивая. Он меня не так понял. Он меня не так понял. Не стоять, не сидеть, не лежать я не могу. Остается посмотреть, не могу ли я висеть. Ну, никто меня не понимает. Ты можешь мне объяснить, почему меня никто не понимает? Почему никто не понимает? Я У меня не такая пью. трагедия, никто меня не понимает. Привет. Так. Ах, вы мои маленькие. Держи. Спасибо, папочка.
Тише! От собака какая. Ах ты дрянь. Ты ж ничтожество. Ах ты. Ох, ах ты куда? Да, хорошо. Хорошо. И шкафчик. Дрянь. Оставь ее! Ну, папа! Ну, уйди ты отсюда! Ты на кого это? Ты что? Ай! Ах ты, скотина! Ай, собака ты! Ай, ты ничтожество! О, хорошо. Надеюсь, больно? Может, починишь, наконец? Добрый день, Галина Владимировна. А, ты дома, я и не знала. Ты ночевал, не ночевал или что? Доброе утро, добрый день. Добрый вечер. Ну, как хочешь. Но не умирай. Есть будешь? Я А не то поджарь хочу. себе котлеты. Не хочу. Фарш готовый. Спасибо. Фарш готовый. Только сухарехов. Ну, я не хочу. Я хочу выпить чашку кофе растворимого. А, конечно, Что, нельзя? котлеты жарить не мужское дело. Пусть жена с тещей возится. А то, что Анечка больше тебя на работе мается, тебе наплевать. А почему ты тогда мужских дел не делаешь? Или полчинник тоже наша Галина работа? Владимировна, почему вы обязательно хотите быть типичной тещей такой? Тещей, классической Почему ты так тещей из думаешь? анекдота. Я совсем не хочу, Коль, милый, абсолютно. Это ты меня вынуждаешь. Галина Владимировна, я вам торжественно обещаю, что ровно через неделю я приведу вам плотников. Только эту неделю я вас очень прошу, не дергайте меня, пожалуйста. Я специально неделю взял на свой Что, счет. Коля, милый, за какой счет? Сколько ты получаешь? Ты же не за свой счет. Ты за наш с Анечкой счет отдыхать собрался, понимаешь? Я собрался нормально поработать. Я ничего не успеваю сделать. Ничего не успеваю. Ничего не успеваю. Скажите, сколько я вам должен за неделю спокойной жизни? Неделя спокойной жизни. Я достану денег. Я ничего не успеваю Это записывать. не факт. Вот смотрите, какой кусок. Вижу все насквозь, вижу себя и свои узости, вижу, где кончается моя доброта, и где я делаюсь зверем, и где я ничего не хочу понимать, и где я закрываю глаза, чтобы не видеть, где я делаю зверем, и где я ничего не хочу понимать, и где я закрываю глаза, чтобы ничего не видеть, и деньги, и злоба, и нетерпимость. Все имеет надо мной такую же власть, как над мерзейшим из подонков. Они сидели по обе стороны длинного стола. Они сидели по обе стороны длинного стола, они уставили с мерцания телевизора. Она жевала впустую, вернее, так передвигала нижнюю челюсть слева-право, как жернова, не замечая мерзительности этого движения. Это как человек, состекающий изо рта слюной. Это как человек, ковыряющий грязь между пальцами ног. Он сидел по правую сторону стола, небритый, тяжелый, как студень. Моя мать и мой отец. Я видел их яснее ясного, их старость так осязаема. Она имеет запах, ее можно услышать. Она имеет запах, ее можно услышать. Она материальнее всего остального в этой комнате. Я ненавидел старость. Я ненавидел старость. Я ничего, кроме старости, в них не замечал. Я ненавидел их за то, что они мои родители. Я ненавидел эту свою ненависть. Я с отвращением узнавал в повадках отца повадки, свойственные мне. Я ненавидел за эту схожесть, за то, что он мой отец, за то, что я буду таким же старым, за то, что я стыжусь этих чувств, этих мыслей. Все это многократно усиливалось, как отраженные в двух зеркалах, глядящих друг на друга. Это был бесконечный коридор ненависти. И стены в нем из ненависти, и пол из ненависти. И весь он из одной только ненависти. Из ненависти, смешанной с отвращением, смешанной со стыдом, смешанной с бессилием.
Из этого коридора только один выход в жестокость. И еще один выход в сдержанность. А это сдержанность, эти опускаемые веки, потому что невозможно изменить выражение собственных глаз. Это молчание, похожее на отрубленные пальцы людей, которые тонут и хватаются за борта твоей лодки. Вам нравится? Да. Это роман? Или рассказ? А чтоб деньги были, Коля, надо все успевать. Все успевать. Вот как твой друг Сережа, твой ровесник, член Союза. Ну, конечно, у него деньги есть. Нет, я все-таки не пойму, может, объяснишь, в чем дело? Ну, родители у тебя вроде романтики, полярники. Откуда у тебя эти миллионерские замашки? А роман вроде свой гениальный еще не написал. А потом ты что думаешь, писатели скромно живут. Не такие уже богатые. А чтобы богатство было, нужно над каждой копеечкой дрожать. И ветчину кооперативную не покупать. И есть котлеты государственные. И кофе не пьют из таких лоханий по 100 раз на день. Так что, Коль, милый, давай, я тебе помогу. Давай котлеты пожарим. Давай сковородку. Эй, ты куда? Ты куда? А можно я икры съем? Ну, съешь. Открой третью банку. Открой третью банку. Колик, миленький, ты же съел весь мамин запас. В икре много витаминов. Доктор сказал, чтобы я ел витамины. Открой третью банку. Что с тобой? Тебе что, жалко икры для моего здоровья? Но ты же еще не съел эту икру. Возьми, открой, пожалуйста. Ой, мам, ты знаешь, мы тут так вдруг проголодались. Коль, ты что, все икру захотелось съел? чего-нибудь вкусненького. Так что вот извини, немножко раскорочили твой запас. Вы же разрешили Ну, съесть я думала, это? знаешь, как икру едят? Ну, ложку, ну, бутерброд. Но вы же разрешили Ну, что съесть эту думаете, что испорченную думаешь, мне икру. жалко икры? Срок годности. Ну, просто я хочу быть 2 уверена, что месяца когда назад я умру, вы не пойдете по миру. Я прошу вас, дайте мне хоть умереть спокойно. Ну, зачем ты так? Не Я не понимаю, что ты волнуйтесь. хочешь. Когда вы умрете, вам будет все равно. Пойдем мы по Коля, миру, я или вас мир люблю, пойдет по пожалуйста. нам. Коля, милый, Ведь ну мы я тоже просто вас смертные, не это же не ваша понимаю. привилегия.
Вот жена твоя, моя дочь, Все а это я ее даже тоже банально. не Только понимаю. никто мне не Держишь, объяснил, гладишь почему я в руках сначала должен цыпленка. учиться, копить знания, Выжимаешь как они пальцы, говорят. Потом, как вы смеясь, говорите, издеваясь. копить имущество или Мам, ну что самоутверждаться. такое? Вот ты Тогда маленькая сейчас девочка, ну такая засну и славная, больше не такая проснусь. болтушка. Такая славная. Да успокойтесь, утешьтесь, она вас тоже не А что во мне понимает. непонятно? Это Ну что во называется мне непонятно? Во мне все понятно. инкоммуникабельность. И ты меня Даже не понимаешь. анекдот Мам, ну есть хватит. А ну будут свои дети Прокабельность пойми. и Ну ладно. Не дай бог вам испытывать то, что я некоммуникабельность Коль, ну и перестань, некоммуникабельность. Коль, Прокабель и а ведь у меня прокабелей. бессонница. У вас Ну бессонница? бессонница. Ха-ха-ха-ха. Симметрия. Вот ты умрешь, а мы будем жить. Знаю, знаю. А где вообще вот эта коробка, которая здесь стояла? Да вот она стоит. Ну ты что, не видишь? Да слепая. Колька, мила, ну я думала, что ты взяла отгулы, чтобы работать. Чтобы писать роман. Что ж ты ничего не делаешь? Твоя матушка постаралась. Ты что, не понимаешь, что невозможно работать, когда условия... Знаешь, был бы талант. Нет, когда таланта нет, тогда, конечно, тогда нужны условия. А люди работали и не в таких условиях. Коленька, миленький, все у нас будет хорошо. Мы с тобой никогда больше не будем ссориться. Ну, что, мне от тебя много нужно, что ли? Ну, нужно, чтобы ты со мной нежный был, ласковым. Чтобы ты меня Анечкой называл. Ну, назови меня Анечкой. Коленька, ну, зови меня Анечкой. Коленька. Ну, Анечка, Анечка. Анечка. Ну, Коленька, а на маму не надо обижаться. Она добрая. А я все буду для тебя делать. Я буду тебе стирать, готовить. А ты будешь писать роман. Или повесть. Или стихотворение. Или что-нибудь. Или рассказ. Или рассказ. Ну, или что-нибудь. Ну, Коленька. Ну, Коленька.
вонючки, ах, проклятые вонючки. Разделись, как у себя на даче в шезлонге. Ни стыда, ни совести, один эгоизм. Ну, поганые вонючки, ну, честное слово, ну, что с ними делать? Ах, вонючки, ах, проклятые вонючки. Разделись, как у себя на даче в шезлонге. Ни стыда, ни совести, один эгоизм. Ну, поганые, ну, поганые. О, ты уже дома, что так рано? Ну, потому что если бы я пришел поздно, ты бы спросила, почему я пришел поздно. Ой, то, что ты умный, я знаю. Выдав известную версию за открытие, Ленинградская газета присвоила авторство Что ты сказала? согласно Да то, что ты умный у меня, я знаю. вывезли не на Голодай, а на остров Вольный. А на Петровском некие экстрасенсы бульдозером вырыли кости декабристов, как они утверждают, о чем и сообщила передача «600 секунд». Растения не только насыщают воздух кислородом, очищают его от пыли, не только выделяют губительные для микробов вещества и снижают Ты кушать хочешь? Нет. растения, Так я же подогрею. и эмоциональное воздействие. Мы невольно поддаемся очарованию цветущего луга в пору, предшествующую сенокосу, но настораживает нас таинственный полумрак густых ельников. Первые весенние цветы вызывают радость, пожелтевшие же листья на деревьях — грусть по уходящему лету, а пустырь, заросший сорной травой, наводит скуку. Растения, как музыка, влияют на наше настроение и вызывают разные чувства. Поэтому далеко не безразлично, какие первые растения мы увидим, выходя из дома. Склероз. Куда я девала пакеты? Да кушать иди, кушать! Кому говорю? Эгоист! 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 Что такое? Эгоист! Кушать иди! Не хочу. Кушать давай, кому говорю! Не хочу. А для кого я грела? Для кого готовила? Ну не хочу я кушать. Что ты из меня вечно делаешь Не дурочку? Что я хочу. тебе? Ну не хочу Что ты из я. меня делаешь дурочку? Что я тебе? Не хочу. Ма, кто такой Шекспир? Что? Кто такой Шекспир? Нужен он мне, не в школе. Живет себе женщина. Никаких претензий, кроме куска хлеба, не имеет. Отжила свое и... Граб! Мам, ты меня любишь? Просто мне приятно. Не темни, деньги надо. Слеза прошибла. Да иди ты к черту. Ну я пошел. Ты куда? К черту. Так я же пошутила. Я тоже. Пойду погуляю. Ну иди, смотри, не дерись там мне. Хорошо, все будет окей. На, забыл. Купил тебе сегодня мундштук. На. О! Попробовать. Мои любимые ноточки.
Нет, представления будет это не выход. Мы их вывезли за город, а они их обратно заманивают. Такой разгул демократии. Разрешил без разрешения. Прячут. Да. Разрешил Их без огромное разрешения. количество развели. Я-то здесь при чем? А санэпидстанция приезжала, Ага, сказала. вот, диктофон то, что нужно. И положишь его на самое видное место. Хорошо? Чтобы все видели. Да, все, не опаздывай только, Будем да, прошу. вызывать, Жму руку до завтра. Будем вызывать, Вызывайте, Будем не вызывать, вызывайте. будем. Я-то здесь при чем? Господи, боже мой, какой-то бред собачий. Вот именно что бред. Умываете ручки. С болезнью Будку-то нужно вызывать. Сначала приручают, а потом... Кто приручал? Вы приручали. Человечек! Исключено. Собака друг человека! Исключено, у меня нет замены. Будку. Виссарион будем Иосифович, вызывать? ну я найду замену. Ну что-то со мной происходит, но я на ногах уже не могу стоять. Я пойду в поликлинику, возьму Что с будкой будем? бюллетень, вы будете еще деньги Да платить. не надо церемониться, идите в поликлинику. Будку вызывать будем? Ну, если вам нужна Не моя надо мне поддержка. вашей поддержки. Я вот сейчас звонил приятельнице, меня центральная пресса я поддерживает. буду завтра Просто мне казалось, что в этой обязательно. ситуации, И выступлю. мне казалось, что у вас есть какая-то позиция своя. Вам не безразлична судьба нашей школы? Естественно, Будем желаем вызывать. защищать эту позицию свою. А? Будку будем вызывать или нет? Это есть вызывайте будку. Или не вызывайте, не знаю я. Так, давай. Ну все, хватит, шляпу одевай. Давай быстро. Так, смотри. Ну, все нормально. Меня как? Ложись. Вот так, да? Ложись. Руку так, да? Эту туда. Так. Расслабься. Я Так, расслаблюсь. свободнее. Не, смотри. И так учимся. Все, замерли, ребята. Не вижу я зеркало. Свободнее. Ты сначала расслабься. Да. А теперь смотри в зеркало. Вот так. Это не важно, что ты себя не Понятно. видишь. Главное, чтобы я тебя видел. А ты на нее смотри. Не на меня, на нее смотри. Замерли? Великолепно. Маша, как вы попали сюда? А где моя сестра? Прекрасно. Просто прекрасно. В чем дело? Кто сюда рвется? Не трогайте занавески, здесь играют. Здесь играют. Нет, Что такое нет, по нет. вызову? Сквозняк. Что такое вообще? Дайте доделать. Здравствуй, брат. Ты играешь? Паша, объясни ему правила игры. Это твой материал. Надо сделать скульптуру на тему «Любовь».
Нет, Что материал здесь на самом деле происходит? сколько А на угодно. другую тему Материал нельзя? можно использовать любой Что надо, и то делать и все, что происходит. угодно. Этот материал уже занят. Происходит. Вон есть неиспользованный материал, вы можете его использовать. Ну, доделаем сегодня это. Зануда. Совсем, что ли, тебя твоя баба-яга заела? Нефига было жениться, на ком попало. Делать можно все, что угодно. А хочешь, я тебе присоветую? Потом присоветуешь, ноги мерзнут. Давай, согрей. Пожалуйста. Ну, одевайтесь, одевайтесь, одевайтесь. Быстрее, быстрее одевайтесь. Это будет любовь. Ну, одевайтесь же быстрее. Какая скука. Ты что орешь-то? И теперь на спину, ложитесь, на спину, и руки всегда вот так, готовы. на грудь, ложись. Закрываем глаза, и если Юля не истребила свечи, должны быть на кухне, каждому по свечке в руку. Да, веселенькая скульптурка. Юля, это твой брат? Он эстет-декадент. Он учитель. Я бы сказал, вот и вся любовь. Такая любовь к чертовой матери. А теперь занимай его место. Ну, вставайте, вставайте. Вставайте. Только бы не как все. Ах, Юля, сестричка, как я мечтал об этой кровати. Об этой родной родительской кровати. Я мечтал, какая она мягкая, какая она теплая, какая она тихая. О, Господи, как это уже все надоело! Пошли! Сентиментальность! А что, в этом что-то есть? Давай руку. Что, уходить-то? Маша, ну неинтересно же, ты уже играл. Ну ты скульптор. спутал, но Ты объясни, что надо скульптор. делать. Надо сделать скульптуру на тему «Любовь», как Роден. Прославление человеческой плоти. Ну раздевайся, раздевайся. Праздник жизни. Ложись, раздевайся. Ну легла, ну что? Ну хоть поцелуй. Пожалуйста, с удовольствием. Поцелуйтесь. Да, такая вот маленькая любовь. Маленькая, Да я ладно сказала. тебе, да ложись сама, господи. Да? Если тебе надо. Пожалуйста. Это Николаша, да? Это Юлин брат, да? Юлин брат, какого рожна игру У понял? меня своя игра, понял? Ну а ты чего ждешь? Маш мне быстро, Пожалуйста, давай, Оль, утешь надо. этого пашка. Фу. Да. Ну должны же вы были когда-нибудь навестить его сестру, Николай Алексеевич, да? А давайте в церкви обвенчаемся, а? Давай.
Оксана, посмотри. Нет, нет. Шарика Даже- нет? Да нет, отдай сюда, пожалуйста. Шарик есть. Нет. Шарика Покажи. нет. Светонька, ну посмотри ты, пожалуйста. Шарик Это же есть. дорого, Ой, я же понимаю. Шарика нет. Дорого. Шарик Мне нравится. есть. Не верю. Шарика нет. Ну не верю. Дети ненавидят школу. Ненавидят. Это ужасно, товарищ. Ужасно. Мы запираем раздевалку, а я подхожу к окну и вижу, как они целыми днями бегут. Бегут, бегут. Можно, конечно, запереть входную дверь. Можно все окна задраить. Можно учителей в караул поставить. Да, тогда из школы будет так же трудно убежать, как и из тюрьмы. Но ведь из тюрьмы бегут. Школа, как воспитательный орган, выполняет заказ государства. Прежде всех устраивал рабский покладистый, беспрекословный член общества. И устраивал всех низкой производительность труда, вытекающей из его инертности скопца. Школа, выполняя заказ государства, послушно оскопляла. Оскопляла. Выпускник был моральный скопец. Но это же целая проблема. Вы что, не понимаете? Скопцы и дети. Читайте Тургенева. И вот теперь... Целая проблема. Скопцы и дети. Читайте Тургенева. Мы скопцы. Не понял. Воспитывали скопцов. Так, по-вашему. Дальше. Я мысль не понимаю. Какие скопцы? Мы оскопляли. Я не понимаю, что вы хотите сказать? А яйца курицу не учат. Понимаете? А кто учит? При чем здесь Тургенев скопцы и понимал, мы не яйца? понимаем. Я не понимаю вашей логики. О Яйца чем вы курицу не учат, не рассказываете? учат, не учат, не учат. Яйца? Скопцы при чем? А вы подумайте. К яйцам скопцы какое имеют отношение? А вот подумайте. Да вы сами подумайте, что вы спрашиваете. Вы сами подумайте. Товарищи, я хочу сказать. Так не бывает. Ну так не бывает. Я полжизни провела на педсоветах, так не должно быть. Но мы не должны оскорблять друг друга, ссориться, перебивать. Ребята, И потом мы должны соблюдать давайте жить субординацию. дружно. Вам слово дадут, Нечего директора перебивать. Сейчас другие времена. Сейчас государство нуждается в других, в новых людях, свободных людях. Оно нуждается в людях, чей творческий потенциал не скован устаревшей догмой. Конечно, это влечет за собой некое допущение непредсказуемости поведения. Некоторой несвязанности поведения. Это очень тяжело воспитателю. Я понимаю, это очень тяжело. Зато это резко повысит умственное развитие выпускника, человека, Да я члена знаю, общества. чего вы хотите. Всех учителей опытных хотите отправить на пенсию. Вот чего вы хотите. Да почему? Да почему вы это потому. решили? Потому что 4 директора при мне уже сменилось. И если ученик опаздывал, то при любом директоре ученик был виноват. А теперь что? Теперь мы, педагоги, Тоже виноваты. нечего сказать. Нечего сказать, потому что сказать нечего. Не занимайтесь словоблудием. Дорогие мои коллеги, не время же обидами считаться. Вопрос состоит не в том, кто виноват, а что делать. Делайте невозможно. Я вообще отказываюсь разговаривать в таком тоне. Да. Догма и казарменность. Это как глушитель у мотоцикла. Отсутствие глушителя порождает адский шум. Меня после педсовета, слышишь? Но зато увеличивает резко скорость. Правильно, не нужны. Я хочу, чтобы Ни в наши школе знания, ни наш ничего опыт, не ни наши запирал. дипломы. Чтобы Нас дети всё сами тьфу, не хотели наплевать и никуда. растереть. Никуда. Никому не надо, ничего. Никуда не хотели Да бежать. если Я хочу, чтобы школа была Требуйте власть, среднего чтобы школа образования. была в Пусть нас власти. учителей Да, учить. Елена Павловна, учить. Всех, и демагогов, и педагогов, Товарищи всех педагоги учить. русского языка, как пишется слово «будую»? Е-е. Совсем ум за разум заходит. Будущее. Коммунизм с 3 М. Ой.
Куда же это бежит? Совет продолжается совет. Товарищ, это замечательно. Товарищ спит, ну пускай себе спит. Но, может быть, человек болен, не надо его трогать. А вы знаете, что его ученик ударил? Он утерся и зевнул. Неправда, не его ударили, а он ударил. Да он ударил, и его ударили. Подрались. Да это просто болезнь, дисфизомния, нарколепсия. Ну зачем? Его надо просто уволить. Нельзя увольнять больного человека. Его Он сон, пойдет в поликлинику. это форма. Но это умеренный протест, в рамках законности. Товарищи миленькие, он не должен был играть с учениками в баскетбол. Это же нарушило святую неприкосновенность личности преподавателя. Это разрушило психологический барьер. Это же игра, где толкают, бьют руками. Да молодой был, здоровый, полный энергии. Других партнеров не было. После института. Прекратите, бандитки, Дорогая Ирина Павловна, школа — это не отдельный остров, где можно рай устроить. Школа — это часть общества. Вот именно. Школа и школа. Никуда вы от этого не денетесь. Школа — это армия. Это казарма. Да это тюрьма, если хотите. И вы свои мечты оставьте. Это вам не оранжерея. Умные учителя, талантливые учителя. Это где же вы их спечете? Это вам не 10, не 100, а 1000 умных и талантливых. Уши вянут послушать, что вы говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Разрешите нам Женщина, пройти? пропустите нас, пожалуйста, Ну, пожалуйста, нам ненадолушко. Ну, мы чуть-чуть. секундочку. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, Ну, пожалуйста. мы же недолго будем. Нельзя, нельзя. Мы же недолго. Женщина, Не знаю, у вас ничего такое не доброе знаю. лицо. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нельзя, нельзя. Мы Пропустите нас. на одну Пропустите, секундочку. Не знаю, Мы ничего вас не знаю, очень ничего не просим. Мы вас очень просим. Не знаю, не знаю. Сейчас, девочки. Давайте я вам помогу. Давайте. А куда идти? Ах, вот молодой человек, покажите нам, пожалуйста. Идемте, идемте. Покажете, да? Вы здесь работаете, да? Не, я здесь отдыхаю. Да? Ага. Ну и хорошо отдыхать. Я вам ничего не говорила. Вась, что не разгружаешься? Знаешь, я ничего не поймал. А там в кассе большая очередь? Большая. Никогда здесь не была. Ты была на живодерке? Ты знаешь, кого легче поймать? Кошку или собаку? Легче поймать третью. Во. Не живодерка, а утильцах. Вам туда, в те ворота. Какие? Какие? Молодой человек, какие? Вот те же. А вон в те. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Кошку или собаку? Собаку! Подумай! Легче поймать третью. Запомнил?
Какая печаль разлита. Бутылку с печалью разлили, разбили, разлили. Запах печали все пропитал насквозь. И облака из печали, и платье из печали, и дождь из нее же, и звуки, и пыль, и цветы. И простыни, и мысли, и волосы, и улыбки, и напитки, и хлеб, и сон, и сны. Ночь и день чередуются бездельники. Скоро пройдут эти воспоминания, и вспоминать их больше не следует. Они как микробы дремлют. С осени 46-го года по 47-й год среди лета. Это было в степи. Мы с отцом пасли скот, но я подменял его. И у меня был напарник. Когда мы шли со скотом до водопоя,
среди дня, на полудень. Внезапно в пути доходили мы до водопоя и до нашего, значит, куреня, где было жилище. Внезапно заковыралось в моем животе длиной 30 сантиметров. Я ухватился вот так руками, но оно ковыралось часов 6 во мне. И я бежал 15 километров домой. Не предупредил своего напарника ни о чем. В таком в испуге я был. Прибежал домой и к родителям. Не то плачу, не то волнуюсь, на лице моем великое волнение. Они спрашивали, что с тобой. Я им сказал, в 46-м на 47-й, осеннюю порою. Вот, я встречался с девушкой. Вот. Но она хотела, чтобы я к ней ходил каждый вечер. Я каждый вечер к ней не ходил, а ходил тогда, когда мне хотелось. И она решила, значит, дать мне экскурсию со змеев, натереть. И так и сделала. Видимо, она, значит, хотела убить человека, но иным способом, чтобы не прийти к ответственности. И я помню тот вечер. Я попросил воды. Был лежачим, лежал просто на постели ее. Она замешкалась возле окна и с бумажечки высыпала в кружку мне эту пыль. Она на окне, значит, там искала, но это было в темноте, в полумраке, значит. Потому что, когда я ощутил впервые, я вот это, я понял, что она меня напоила вот этой вещью. Я ощутил... Свобод, иди отсюда, фраер какой! Иди работать! Иди бери метлу и работай! Иди отсюда, пошел вон! Сейчас как двину! Ты что, дурной? Смотри, все порвал уже! О, иди отсюда, пошел вон, придурок! О, смотри, смотри! Сейчас расторапаю тебе морду, расторапаю я тебя! Дурак! У памятника да еще! О, дурак! Придурок! Порву я тебе! Порву все! Все вырывайте! Все вырывайте! Пошел вон! О, дурак! Утянул уже куда-то! Смотри, смотри! Порвал! Порвал все! Смотри! Нет, сюда нужно. Подожди, подожди. Нет, ну нельзя работать, что ли? Валя, нет. Ну нельзя работать, что ли? Не сделай. Чем здесь пойми сделал? Нет, ты посмотри. Скотина. Тихо, ну давай. Давай сюда. Не мешай. Один врач, молодой, тоже имел зубной. Он врач был. И ходил к девицам, и что-то не его напоили. Он ойкал год или полтора. И ничего не признавали. Рентген не берут, потому что оно имеет контраст свой под тело человека и развивается в бескостной системе. Его рентген не может взять. Только надо поверить человеку и распороть. Таким путем можно спасти человека, пока он еще жив. Тот врач помер. Когда его распороли, полный кишечник и вся утроба набита была вот этими змеями. Он нивке. С животных змеи, жабы, ящерицы, пауки. Вот этих животных на их кожечке имеются молекулы. И если Банальные, потереть, сильное сочетание красок. Дополнительные цвета непроизвольно возникающие на сером. Фиолетовый рядом с желтым, красный рядом с зеленым. Так легко писать. Нужна только точность в оттенках, как именно синий рядом с этим, именно оранжевым. Можно хитрить, располагать через промежутки лбов сине-зеленый и красно-коричневый. Возникает более сложная игра, называющая все сочетать несочетаемое. Диссонансное вместе гармонично-щемящее. Все живописцы яркие, индивидуальные, интересы сочетаемыми прекрасными. На грани невозможного уродства, только здесь есть чувственность. Потому что абсолютная гармония – это труп. Есть еще много всякого. Это даже женщины знают. Можно одеваться в тон, делать растяжку одного цвета. Можно все посадить в дымку, обволакивающую. Можно придумать это встречающееся сочетание, или длящееся в природе краткое время и занимающее поле зрения малое место, как радуга, и заполнять ими весь холст. Самые удивительные открытия лежат рядом с банальным и повседневным. Кусочок змеї. Ти чого такий жовтий? Зніми очки, кажу. Ти ж малий ще, очі красні. Вже накурився через соску. Молоді, а вже наркомани. Худі, очі красні, лице жовте. Ви ж наркомани.
Ви ж молодь ще. Михайло Сергійович казав, за вас биться надо. От я випив вам стакани вина за свій трудовий день. Я за те, щоб работать. Я не скриваю. Випив. Так я ж заробив. І дивись, лице в мене одразу почервоніло. Добавляю, что в моей утробе, в желудке и в кишечнике, поселилась змея. Иногда Ти бывает б лучше такое, что стакан как вина очень випив. пригорелое молоко. Одразу краска в лице повернула. И кавкает. Ну, кавкает один раз в месяц, может быть. И очень редко, и там раза 6, и все. Или в вечерний период, или в денный, когда я, бывает, лягу так. Вот. Ну, слышу я же это. Но только Ти подивись на не себе, похожа я лиця на нема, которая есть за очками сховався темними. Потому Я что она вдяг, рождается в человеке. так я ж И она старий, имеет свой а цвет, тобі как ще наше дитя. жить і жить. Ви ж обкололись, И я кавкает. бачу. Ну так, кау. Одинаковые интервалы. И вот я остался обреченным мучеником 42 года. Все время мои жалобы врачам, а в ответ только одна насмешка. Но я оставался обреченным и мучеником, потому что я не жил, а существует. Николай Алексеевич, проснитесь. Николай Алексеевич, проснитесь. Николаша, проснись. Николай Алексеевич, проснитесь. Николаша, проснись. Николай Алексеевич, проснитесь. Николай Алексеевич, проснитесь. Маша, а что случилось? Как вы сюда попали? Что случилось? Это даже смешно называть браком то, что делают в ЗАГСе. Если в том же ЗАГСе можно спокойно развестись. Зачем тогда брак? Люди без всякого ЗАГСа живут вместе в свое удовольствие, а потом, когда надоест, расходятся. А в церкви венчаются однажды и на всю жизнь. Машенька, мне теперь из всех церковных обрядов только одно отпевание подходит. Вы поправитесь. Я вам все объясню. Помните, вас спросили, почему вы все время хочется спать? Я только теперь поняла, почему. Не с тех пор, как вы заболели, и я вас не вижу, мне тоже хочется спать. Мне без вас скучно и мрачно жить, Николай Алексеевич. Николаша, я клянусь вам. Николаша, я клянусь вам. Я вас осторожу. Я каждый день буду придумывать что-нибудь новенькое, чего еще никогда не было. Повседневность исчезнет. Только будьте со мной, пожалуйста. Маша, я не люблю телефон, я не люблю музыку слушать, магнитофон, я не люблю сидеть за столиком, пить кофе и жаловаться на жизнь, я не люблю закуривать, я не люблю курить, я не люблю красиво держать сигарету, я не люблю дым и так далее. Да ничего этого не будет. Ничего этого не будет в помине. Только будьте со мной, пожалуйста. Маша, это серьезно? Ну как? Мы сейчас с вами убежим отсюда, да? Я принесла тебе одежду. Я принесла тебе вещи. Я просто устал, Леша. Леша, как я люблю тебя. Как я запах твой люблю, куртку люблю, Леша. Вот бы сейчас умереть. Леша, у тебя лицо. Ты похож на ангела.
все очень хорошо. Почему так, не знаю. Внимание, снимаем. И еще. Осторожно, двери Ну что ж это? А я ему потом говорю. А он мне говорит, а я ему... А куда мы едем? Ко мне. А родители как? Мы вдвоем с мамой. Если мама будет ворчать, не обращай внимания. На самом деле она очень добрая. А я все буду для тебя делать. Такое счастье готовить тебе, стирать. А ты будешь писать роман или рассказ, или рассказы, или стихи. Конечно, сейчас что-то случится. Поезд дальше не идет. Ну вот. Освободить вагон. Николай Алексеевич! Николай Алексеевич! Ну, проснитесь же, Николай Алексеевич! Ну, проснитесь, Николай Алексеевич! Ну, проснитесь же, Николай Алексеевич! Да проснитесь же, Николай Алексеевич! Ну, пожалуйста, ну проснитесь, Николай Алексеевич, проснитесь! Проснитесь, Николай Алексеевич! Ну, проснитесь же, Николай Алексеевич, проснитесь! Помер, что ли? Нет, он просто спит! Ну, проснитесь!